Всем привет! Хочу поменять ось заднего колеса. Что случилось с осью? У меня срывает уже резьба в двух местах. Я уже приобрел новую ось. Вот она. Для начала мне нужно снять вот эти вот гайки. Снимается 15 номером. Ключ на 15. Снимаем колесо. Нужно ослабить тросик тормозов. Для этого есть специальный ключ. Вот такой вот ключик. Компаньоны снимаются специальной насадкой. Сюда всовывается. И ключом откручиваем. Я взял второй номер газового ключа. И вторым номером успешно я сорвал. Так, далее вот просто выкручиваем вот эти вот разжимчики. Для разжатия я использую с одной стороны 17 ключ, с этой 15. И эта гайка плохо идет, потому что плохая резьба сорвана. Подшипники уже попадали, 9 штук. Должно быть с одной стороны, 9 с другой. Подшипники не теряем, нам еще понадобится. Ну, кстати, если резьба такая хреновая, что гайка вытягивается, значит, берем одним первым номером, зажимаем ось и вторым номером уже крутим эту гайку. Значит, один шаг вперед, полшага назад. И вот я наконец выкрутил эту втулку и вытягиваем саму ось старую. Так, и здесь смотрим, чтобы подшипники все были на месте, ничего не попадало. Так, после того как сняли ось, нужно тщательно протереть все внутри, то есть убрать старую смазку в любом случае, потому что мы будем новую смазывать. Естественно, здесь все почистить. Так же самое с другой стороны тоже все нужно убрать. Смотрим, чтобы здесь не было никаких повреждений. Значит, если будет повреждение, то колесо будет трястись. То есть тут все должно быть гладко. Теперь откручиваем новую ось. Тут одна, видите, сторона она не двигается, но зато вторая сторона хорошо передвигается. Так, пыльник сняли. Так, далее такая процедура. Значит, мне нужно взять смазку, смазать эти внутренности. Значит, смазываю я обычная графитная смазка. Если нету графитной, можно литовая смазка смазывать. Далее одеваем после смазки подшипнички. Вот их 9 штук должно быть. Также наносим смазку сюда на пыльник и продеваем. Опа. Есть. Тут продели. Теперь с этой стороны заносим подшипнички.
насадочку сверху. Смазываем тут пыльник. Тоже смазка. Закручиваем по резьбе пыльник. Все, весь процесс идет очень легко и просто. Закручиваем и шумовку назад при помощи насадки. У меня тут 6 звездочек. Существует такая еще проблема с осью. Ось сама идет втулка. Вставлять втулку, плюс еще вот эту вставлять контрагайку, то в результате креплящаяся гайка, она не закручивает. Что для этого нужно? Нужно просто вытянуть втулку и вот оставить только на контрагайке. Мы все аккуратно закрутили. Вот здесь и здесь стоят контрагайки. И вот видите, крепляющиеся гайки, они уже закручены впритык. И велосипед нормально у меня работает. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было неинтересным и не понравилось, дизлайк. Всего доброго, до новых встреч.